Всем привет! Сегодня покажу, как я обрабатываю горловину футболки из малорастяжимой кулирки и стопроцентного хлопка. В футболках из кулирки с лайкрой обработка этой же тканью не составляет труда, задается коэффициент и все легко получается. Покажу, как без расчетов раскроить горловину, чтобы она лежала красиво. Отрезала произвольную полосу, сложила пополам и теперь к спинке растягиваю, насколько это возможно. И вот таким образом отмеряю длину нужной мне горловины. Чтобы горловина не топорщилась, при раскрое из кулирки ширина ее должна быть в готовом виде не более 2 сантиметров. А при раскрое кулирки без лайкры и того меньше. Я раскраиваю шириной 3,5 сантиметра в развернутом виде. Теперь на швейной машинке нужно стачать короткий срез. А далее делю на 4 части и полоску пришиваемую, и горловину футболки. Шов можно совместить с серединой спинки или сместить в сторону. Это личное уже предпочтение. Соответствующие метки соединить, у меня это насечки, и обметать на оверлоке. И такой нюанс. Если я планирую закрывать задний шов по спинке киперной лентой или бейкой, то строчку на оверлоке я начинаю со спинки, чтобы она потом закрылась. В этот раз я этого делать не буду, поэтому я начинаю с середины полочки. В этом месте начала и конца строчки видно не будет. Обязателен этап ВТО. И на заключительном этапе я отстрачиваю горловину контрастными нитками по моей задумке. С тефлоновой лапкой очень легко работать, потому что край лапки упирается в шов и получается строчка очень ровная. Предугадывая вопрос, легко ли пролезает голова, сразу отвечаю, что горловину изначально раскраиваю чуть больше, чтобы голова пролезла. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!